Ищу мужчину на сопровождение. О себе. Меня зовут Катя, мне 23 года, вес 53 килограмма, рост 168. Вот так я выгляжу. Всем привет! Сегодня у нас очередная классная подборка видео. Поехали! Сегодня препод по терме учит. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы мне нравитесь. Че? Вы мне нравитесь. Пойдемте со мной Куда? гулять. Меня все бросили, подружки бежали куда-то, и одна, и вот вы мне так нравитесь. Я так понимаю, вам прям хорошо. Да, мне кажется, что у нас типа... Так, От вас так тормозим. пахнет, вот я отвечала, от моего мужа должно пахнуть точно так же. Будьте моим мужем. Что? Ну, будьте моим мужем. Девушка, вы не в себе. В себе. Вы под алкоголем, я так понимаю. Нет, неправда, все, пожалуйста, пойдемте со мной гулять. Мне грустно, вам нет? Девушка, давайте лучше вас домой отправлю. Я к вам можно? Нет. Я вам не нравлюсь? Девушка, отстаньте от меня, Я вам не пожалуйста. нравлюсь? Ну скажите, Девушка. чем я вам не нравлюсь? Что со мной Девушка. не так? Извините, всего доброго. Иногда я думаю, Представляете, к вам тоже так вот на улице спокойно гуляете, и тут к вам подходит такая пьяненькая. Конечно, для некоторых это хороший вариант домой затащить, сделать кое-какие дела и отправить ее домой, потому что она сама явно, видно, напрашивается домой. Но кроме что для какого-то другого она не годится, кроме что для этого. Кто не брезгует такими? Я лично брезгую. Мне бы такое явно не понравилось, чтобы какая-то выпившая подошла, типа, поехали. Не-не-не, мне элементарно просто бы запах отвращал. Ну, это, наверное, из-за того, что я не выпиваю вообще. И мне, не наверное, 100%, мне всегда воротят от таких вот девушек, которые просто выпили, покурили. Вообще нет, какая бы она прекрасная с виду ни была, воротит сразу. Ну, потому что я сам не употребляю, возможно, сам бы, если попотреблял, было бы норм. Так нет. о том, что моему будущему мужу очень повезет. Просто я красивая, я смешная, у меня очень много всяких увлечений. Я не конфликтный человек, я уже в таком возрасте, что мне уже эти все истерики, мне уже ничего не надо. Я умею любить, я верная. И, блин, он такой джекпот словит, просто вообще. Мой будущий муж. Ты поторопись, пожалуйста, потому что я уже готова. Я уже готова любить, быть любимой. И просто жить счастливо вместе. Да, если бы это было все правдой, потому что на камеру записывать одно, а сначала она, может быть, такое и будет, как она себя показывает тут видео, ну или как, по крайней мере, рассказывает. Но потом демо-режим временный побудет, демка спадет, и приехали, вот она я, все скелеты мои, вот они какие, да, как бы скелеты шкафу достанет, как говорят. И уже, да, тут уже и любовь пропадет, как говорится, и так далее, и так далее. Поэтому это все такое. Чаще всего звездёж, конечно. Просто такое дело. Я живу свою прекрасную жизнь, не хочу отношений. Думаю, все, кайф, у меня карьера, работа, бабки, друзья, машины, тёлки. Вот такое. И просто вот так вот в какой-то момент появляется он. Нормальный, без долгов и кредитов, с классными друзьями, с отличным чувством юмора, адекватный, умный. У него есть какие-то хобби, он что-то делает по этой жизни. Что-то не так. Где-то должен быть подвох. А потом просто заходит разговор через 1,5 месяца, где он говорит: А я не хочу отношений. а я-то захотела. Бесит, просто бесит. И когда вот мы поговорили, я ему сказала такую фразу: пройдет немного времени, и ты просто поймешь, кого ты потерял. А потом будешь страдать, жалеть, плакать ночами. Что думаете по этому поводу? Напишите в комментариях. Думаем то, что не будет он плакать, страдать без тебя. Будет только шикарно себя чувствовать. И все, без такой, как говорится, прекраснейшей в кавычках девушки. Да, понятно, лично я ее не знаю, но так как она себя подает на камеру, какие-то татуировки у нее там, что-то как-то, это уже нет. Для серьезных отношений точно нет. Я занимаюсь в зале. Мне понравился один парень. Ну, прям красивый, просто капец. Вопрос первый. Как подкатить к парню в зале так, чтобы... Ну, это было как-то прикольно и интересно, но не так, что, типа, давай познакомимся. Это первое. Второй вопрос, очень важный. Считаете ли вы, что все красивые парни, которые занимаются в зале, нарциссы? Потому что если он нарцисс, вот не хочется, неинтересно, да? Есть ли вероятность, что красивый, накачанный парень может быть не нарциссом? Как вы считаете? Расскажите мне, пожалуйста, свои мнения. Это моя подружка Аида.
Она считает, что все парни нарциссы. А это он. Если вдруг кто-то его узнает со стороны, дайте мне его. Ищу мужчин. Как же подружка могла узнать, что все парни нарциссы? Она что, всю планету парней перепробовала? Ну, такой бред, когда говорят, ну, также и парни бывают говорят, то все там бабы, Б и так далее, да, на букву Б, либо что-то еще. Ну, нет, все не могут быть, как и тут в данном случае, как она за этого парня говорит, не могут быть все нарциссами. Также и девушек, и женщин полно, девушек полно, которые нарциссы по умолчанию. Такие вообще ребята, они, кто вообще действительно нарцисс, родился, обычный человек, по-моему, или генетика такая, или что-то, я слышал, не знаю, насколько это точно. Они, по идее, такие люди идут в актеры, в актрисы, в певцы, в певицы, то есть у них там вот это вот публичное признание, они типа, да, вот я такой прекрасный, любите меня. Но в отношениях это, конечно, чаще всего беда. Мне на моем пути не попадались такие, надеюсь, не попадутся. Мужчину на сопровождение. О себе. Меня зовут Катя, мне 23 года, вес 53 килограмма, рост 168. Вот так я выгляжу. Кому интересно, волосы у меня свои, не нарощенные. Теперь ближе к делу. Через 2 недели я лечу в Стамбул на концерт Макса Коржа, и мне грустно лететь одной, поэтому я ищу мужчину. С меня перелет, проживание, еда, билеты на концерт Коржа, и если вам понравится со мной, то мы дальше полетим в Черногорию отдыхать на неделю. Я не знаю, какие требования нужно предложить мужчинам, потому что у меня не было парня уже 2 года. Пишите заявки в комментариях, я буду выбирать и напишу вам. Наверное, главное требование — это чтобы вы знали песню Макса Коржа. Представляю, ну кто-то же согласится, потому что и действительно ли она, ну, не шутит, что она за все готова оплатить, что ли, я так понял, раз она сама приглашает потом в Черногорию и так далее. Так-то, да, не вроде бы не страшила, там, не пухлая какая-то, не толстая, но такое себе. Это как на рынке как будто. Вот я такая-сякая, и накидайте мне варианты, и я выберу среди этого. Я так на сайте знакомств много раз, или как сказать, обжигался, или как, потому что пишешь им, они пишут там еще отношения или что-то, думаешь, ну напишу, а человек просто даже не отвечает, хотя пишет, допустим, пиши, типа общаемся, раз они не отвечают. Ну, понятно, они это апеллируют чаще всего тем, что, ну, если не ответила, значит, ты просто, ну, не понравился сразу внешне. Но зачем писать «пишите все»? Ну, короче, ладно, это другой разговор. С последнего рилса у меня возникает вопрос. Почему молодая красивая женщина в разводе, которая одна воспитывает ребенка, которая следит за своим питанием, за своим здоровьем, за своей фигурой, которая занимается спортом, работает на 3 работах, работает над собой, над своим внутренним миром, считается неликвид, старая, РСП, худая, кривая, косая и вообще нахрен никому не нужна. А мужик, который женат или не женат, есть ребенок или нет ребенка, 20 лет, 30 лет, 50 лет, лежащий на диване с пивом, с пузом, и работающий, или работающий хоть на какой-нибудь работе, абсолютно не понимающий себя, считается, вау, вот это жених, вот это тот самый. Не, ну вообще, как бы, конечно, всех под гребенку подгребать, что все лежат на диване, это такое себе. Но, а так, конечно, ну, бред говорит, конечно, что... Ну, вообще, да, конечно, если с ребенком девушка, сейчас она не то, что прям 100% мужикам не нужна, оленяков припасено на много лет вперед. Ну, и вообще кто-то, это еще, по-моему, из СССР было, много я слышал семей, когда, или с войны даже, возвращались, вот так вот пачка была детей, они как-то объединялись, жили, потом и СССР. Ну, там, скорее всего, чаще в СССР то, что презирали сам развод. Ну, и слышал там от моих каких-то родственников, что это было якобы норм, что, ну, могли жить вот так вот с ребенком, с чужим. Я же говорю, я пробовал, но нет, я понял для себя, что это не норм, для меня нет. Ну, верю, что, да, есть немало мужчин, которые могут как-то так с девушкой отношения выстроить и с ребенком, что им будет комфортно. Но у меня не получилось, и я понял, что нет. Да и вообще у меня возраст как бы не такой, что можно и найти и так, ну, чтобы я имею в виду, своего ребенка сделать. Но таких пригодных, я не знаю, по пальцам пересчитать, это очень тяжело. Поэтому я пока сделал фокус лучше на какой-то такой вот, ну, в плане развития работы там, зарабатывания денег, а это потом все придет. Сегодня хочу поговорить насчет мужской трусости. Вот сижу я на сайте знакомств, реальная история. Списываемся с молодым человеком. Ну ладно, не такой уж и молодой, ему примерно лет 45. Выглядит вроде бы статусно, фотографии скидывает, но голосовое так и не записал. Но предложил встретиться в среду. Я
я ему говорю, ладно, хорошо, я на эти дни не буду ставить работу, я на эти дни не буду ставить тренировки. Все, точно, подтверждаю, среда намечается, первое свидание. По итогу я ему пишу во вторник вечером, чтобы подтвердить. И знаете что? Он просто читает сообщение и молчит. Просто молчит. Вот объясните мне, неужели сложно написать, что не будет свидания? Зачем вы подставляете другого человека? И это касается зрелых мужчин. Что происходит с вами? Почему так происходит? Ну и вот как раз, как я и говорил, вот недавно сейчас видео, как девушки себя ведут. Ровно таким же способом. Ты просто им пишешь, они тебе вообще не отвечают. А и тут она возмущается примерно, тут ситуация другая, тут она написала мужчине встретиться, а он просто потом проморозился. Нашел другой, наверное, вариант, понял, что с ней ловить нечего, подвернулся какой-то более выгодный вариант, и все, и он решил дальше ее игнорить. Сейчас женщины делают так сплошь и рядом, поэтому я не вижу здесь ничего удивительного, и чему она удивляется. Это не мужская трусость. Это также можно назвать, что и женская трусость, раз вот так вот делают, как вот тоже пишешь, а они тебя игнорят. Тоже бы написали, да, если так рассуждать с ее точки зрения, когда ты им пишешь, они там якобы знакомятся, они бы написали, извини там, или что-то такое, не знакомлюсь, или что, что-то бы. Я не знаю, насколько это было бы логично, но да ладно. Сейчас подошел ко мне на БМВ, подъехал мужик и такой. Я такая. Он такой, давай познакомимся. Я говорю, нет, блядь, чел. Ты что, сегодня таблеток с утра не выпил? Мужчина так... Так такой я вообще никогда не подошел, я не знаю. Мужчина какой-то, да. Действительно, это ты таблеток не выпила, походу. Судя по тому, как ты себя ведешь, жвачка такая вся себя снимает, как будто она принцесса, хотя вообще мне ничего особенного, как быдло какая-то, как быдляка выглядит. И да, и видно, и так же себя в целом вот и ведет на камеру. Вы любите говорить, но на самом деле с такими мужчинами, как вы, я бы никогда не была в отношениях. Сколько тебе лет? Мне 21. Есть молодой человек? Нет. Ты готова к отношениям? Я думаю, да, почему бы и нет, если появится хороший молодой человек. Какими он должен качествами обладать, чтобы ты выбрала его? Самое главное, чтобы я у него стояла на первом месте, чтобы он умел заботиться обо мне. Если с человеком есть коннект, и вы на одном вайбе, тут как-то качество перечислять будет глупо, мне кажется. Важен его финансовый достаток? Для меня важно, чтобы мой молодой человек смог меня обеспечивать. Это 100%. Сколько базовый? Я никогда не считаю, сколько зарабатывают мужчины. Слушай, сотку зарабатывает в Москве, поднимается, работает. Видно, активный парень, но сейчас он пока курьером работает. Нормально? Я думаю, нет. Есть какие-то возрастные ограничения? Я не могу встречаться, если ему 30 лет. Это прям 30 уже лет. нет. А что ты можешь ему дать взамен, помимо своей красоты и своей собачки? Мне кажется, мужчины, которые такое спрашивают, они не в моем поле зрения. Не знаю, мне такие не встречались. Я не знаю даже, как ответить на этот глупый вопрос. Поэтому... в отношениях у тебя должен быть общий бюджет или твои его общие? Мои это мои, а его это наши общие. А как ты вкладываешься в отношения? Эмоционально, я его поддержка. Не знаю, всегда получалось так, что со мной мой бывший парень зарабатывал намного крупнее суммы, чем до меня. Почему расстались? Не сошлись характерами. Тебе сейчас на будущее скажу, как психолог, если ты чего-то хочешь, должна соответствовать. Поэтому я спрашиваю, что ты можешь дать взамен? Я думаю, что психологи так не говорят, это во-первых. Мужчины так и любите говорить, но на самом деле с такими мужчинами, как вы, я бы никогда не была в отношениях. Да, хорошо. И вообще... Да, кто с ней вообще адекватный будет? Я только вижу, в моем понимании, когда я вижу вот такую вот собачку какую-то, да, ей 21 год, девушка это еще, да, и такую всю растатуированную, по-моему, у нее и до горла сюда, мне кажется, она, раздеть ее, она вся там в татушках. Переверни ее, она кругом будет татуированная. Чаще в силу возраста она так рассуждает, но я видел, что и уже женщины за 30 и так далее, они так тоже рассуждают, как и это. Поэтому... Вообще, такой бред несет. Да, этот, конечно, правильно говорит. Как психолог говорит, что да. То есть она хочет только получать, но она не хочет отдавать. Это же классика. И такая расфуфуренная стоит. Как я и сказал, что мне кажется, это только для одного дела такие девушки. То есть она как-то выглядит как да. Короче, я думаю, вы поняли. Только для одного дела.
Сейчас есть общая тенденция к тому, чтобы не создавать семьи вообще. Одинокими быть проще. Вы представляете, сколько вещей должны совпадать? Вы должны быть приятны друг другу, симпатичны, интересны. У вас должны быть общие цели, какие-то жизненные правила, наверное. Вы должны хотя бы плюс-минус одинаково поддерживать быт. Дети, не дети, общее жилье. Это сколько всего должно подружиться, представляете? Поэтому люди сейчас либо по отдельности живут в таких отношениях, либо вообще не создают отношений. Я их могу понять. Я, например, обеспечиваю себя Ивана сама. Никому ничего не должна, как кошка сама по себе, понимаете? Мне так проще. Если я захочу с кем-то сейчас вступить в отношения, это должен быть человек, с которым мы всецело будем друг друга поддерживать и ни в чем не ограничивать. Это очень сложно. Как вы думаете? Ну вот лучше с Иваном дальше живите, я так понимаю, это скорее сын ее. И не лезьте, и не трогайте вообще других мужчин, и будет все у тебя так же хорошо. Ну, раз она так рассуждает, ей не нужны отношения. То есть она завела когда-то отношения, сделали ребенка, ну и все на этом. И вот теперь она такая вот, да, типа мне никто не нужен, все. Ну окей, да, дальше не размножайся, будет все хорошо. Точно. Думаете, сложно ли сейчас, в 26-м году, здесь у нас в Воронеже найти достойного мужчину? Очень сложно. Сложно. Все поддерживают? Да, поддерживаем. Окей. Вот почему сложно? В чем сложность? Ну, потому что сейчас мало мужчин, все себя ведут как мальчики. Нет ответственности, нет защищенности для девушек, все друг другу безразличны. Ну да, вот как-то нет какой-то серьезности. Какие-то нарциссы и мамкины сынки. Мамины корзиночки. Все. Просто все. Мне 32 года. А они такие, прям вот все на серьезе, такие совершенно пригодные. Вот просто на какую ни плюнь там в этом видео. Просто идеальная будущая жена. Вот как обычно засрали мужчин, а они вот просто идеальные. Снова у них нарциссы, маменькины корзиночки. Я такое не видел частенько на сайтах знакомств, на этих там какие-нибудь ВК знакомства. Тоже там мамины корзиночки не пишите, там только самодостаточно или какие-то еще. Да кому ты нафиг нужна? Вот как мне, если так вот представить, если я, допустим, с хорошими уже деньгами, да, там такой прям обеспеченный, не знаю, там сколько это считается обеспеченным, может, ну, от 500 000 к 1 000 000, допустим, я так зарабатываю, то мне, по сути, на таких вот матрешек смотреть зачем? Ну, кроме что на одну ночь, так это проще, да, позвонить в специальный салон тебе, что она приехала, и все, сделала дела, уехала. Это будет гораздо проще, чем вот таких вот, как стоят матрешки, и с ними как-то взаимодействовать, пытаться что-то сделать. Да, только если чудом, говорю, это сейчас прям чудо какое-то найти, вот, достойную именно для создания семьи, которая будет тоже готова для семьи, и, ну, это, да, тяжело в наше время. Года, и я 6 лет без отношений. И все эти 6 лет я ни в кого не влюблялась. Я считаю, что все в нашу жизнь приходит вовремя, и не нужно ничего ускорять, не нужно как-то пытаться побыстрее что-то получить. Нужно просто жить, и нужный человек, который твой, и он предназначен для тебя, он придет в твою жизнь сам, и тебе не нужно никак ускорять эту встречу. И я считаю, что наоборот круто побыть одной, попутешествовать, поразвиваться, поанализировать, узнать себя, провести с собой, с любимой время столько, сколько нужно. Плюс у меня высокая планка, и я не хочу ее снижать, не вижу смысла. И на этом фоне у нас с друзьями возник спор, потому что они считают, что нужно что-то делать, нужно куда-то ходить, самой какие-то там делать, там, не знаю, разговаривать, начинать диалог, начинать контакт. Как-то, в общем, что-то нужно делать для того, чтобы встретить свою любовь. Я с этим не согласна, я считаю, что не нужно ничего особенного делать, нужно просто жить, что все сложится в лучшем виде, и все придет вовремя. Тот самый идеальный партнер, идеальный любовник.
И хотелось бы узнать ваше мнение на этот счет. Что вы думаете? Существует ли судьба? Или нужно что-то делать для того, чтобы судьба с нами случилась? Мы сами творим свою судьбу? Или же все-таки судьба — это все-таки что-то предписанное нам, что-то предрешенное? Потому что я в какой-то степени детерминист. Я верю, что есть события, которые уже у нас прописаны, и их никак не избежать. А с другой стороны, я верю, что мы можем тоже делать какие-то выборы, принимать решения, повышать свои вибрации, и благодаря этому у нас тоже меняются какие-то ветки реальности в нашей жизни. Поделитесь в комментариях своим мнением. Может быть, я что-то новое, какое-то новое мнение услышу. Вообще, в целом, я не знаю, кто такой детерминист. Напишите в комментариях, если вы знаете, кто это. А так, нет, это не судьба. Судьбу свою, мое мнение я выражу, судьбу свою ты строишь сам, под лежачий камень вода не течет. Если сидеть просто тупо дома и ждать чуда, есть у меня одна такая знакомая девушка, она еще не женщина, но девушка, и она вот просто чудо ждет. Просто сидит, ждет. То есть под лежачий камень вода не течет. Это у нас аспекты в сферах жизни. То есть если, допустим, сидеть и ждать, что чемодан денег упадет, но не упадет, пока ты не встанешь с дивана и не пойдешь зарабатывать. Но правда же, правда. То есть никто из нас не сидит дома, вообще ничего не делает, и ему просто деньги. Да, есть, конечно, какие-то работы удаленные, что-то еще, но ты все равно там какие-то дела делаешь. Ты все равно садишься элементарно за компьютер, то есть ты все равно что-то делаешь. Не так, что ты в потолок плюешь, а тебе капает. Нет. Такого нет. Даже самые крупные бизнесмены, какие-то владельцы компаний огромных, хоть за рубежом, хоть у нас, они все равно встают и что-то делают, руководят всем этим. И всегда есть работа, не сидит человек. Да и вообще человек так устроен, что ему надо двигаться, иначе он быстро угасает и склеивает ласты. Поэтому, исходя из ее всего разговора, нет, конечно, судьбу свою ты строишь, по моему мнению, сам, и если ничего не делать, то идеальный любящий, как она говорит, никакой не встретится просто так. То есть, если сидит дома, нет. Если она, конечно, действительно путешествует, там, выходит в какие-то людные места, какие-то там, не знаю, где люди собираются, да, то да, там, может быть, какой-то к ней подкатит. Если так рассматривать, то да, девушки чаще всего ничего не делают, просто сидят, ждут, и к ним какой-то подкатывает, и они, кто-то к ним подкатывает, постоянное внимание чаще всего, и они уже из этой пачки выбирают себе кого-то, как правило. У мужчин, как правило, не так. То есть ко мне за мою жизнь ни одна не подошла, и как-то вот так вот там, чтоб я где-то или на улице, или как-то даже в соцсетях, чтобы как-то мне написывали. Не, даже если где-то в знакомствах лайк поставят, ты лайк поставил в ответ, и все, и она просто сидит, ждет. Даже если ты что-нибудь ей черканешь, она там пару слов тебе ответит и слилась. То есть такие какие-то, то есть типа добивайся меня, да, пиши мне что-нибудь прекрасное. Меня это всегда раздражало, и ладно. Задумалась. Я поняла, что все-таки я СГН, боюсь одиночества. Мне прям немножко жутковато становится от того, что я там типа в 45 проснусь, все так же одна в кровати, все так же со своим плюшевым медведем. Вроде бы все будет хорошо, но мне некого обнять, потому что вот сейчас мне по жизни всегда довольно-таки непросто, много задач и переживаний, и мне вот очень хочется просто уткнуться кому-нибудь в плечо, не ныть молча, и вот так вот сидеть и понимать, что у меня есть дом и в человеке. Но этого нет, и мне от этого периодически хочется СГН поплакать. Но такой возможности нет, потому что надо работать. А ты тоже? Как бы ее выбор, да, вот в плане того, что она осознает, что все-таки как бы в 45 она может с кошками остаться. А та вот наоборот, предыдущая говорит, что да, мне норм, я одна, и все, мне окей, жду просто, чтобы принц приплыл. А это осознает, что принц-то может и не приплыть, если ничего для этого не делать. Как бы вот разные люди. Развелась эта весна. Что вообще происходит? Вы видели этих шикарных разведенных женщин? Вся инста просто кипит
одна развелась, вторая развелась, третья развелась. И это не те разведенки, которые вечно плачут, ноют, страдают. Нет, это шикарные девушки. Как они выглядят, какой у них вайб просто. Мужики, я не знаю, как будете выживать этим летом, но походу на охоту выходят тысячи шикарных женщин в поисках того самого самца, кому они будут следующему быть мужем. Это вообще кто им сказал, что они тысячи шикарных женщин? Ну, другие, наверное, парни где-нибудь, я знаю, пачка есть, пишут, да ты прекрасная, ты такая, и они ж все это впитывают, и самооценка у них поднимается. Ну, а так, конечно, да, наоборот. Мы вообще спокойны, никто охотиться не будет. Несет какой-то, не пойми чё. У меня вопрос к женщинам, которые развелись, и у них получилось построить свою личную жизнь после развода. Вот у меня прошло 5 лет, и я не представляю, как можно вообще связать жизнь с мужчиной, начать с ним жить, впустить в свой быт. Для меня это просто оказывается большая, огромная проблема. Я не хочу жить под одной крышей с человеком, знакомясь с детьми. Вообще, как будто бы в наш мир никто больше не должен вторгаться. Вот скажите, это нормально или нет? Да вообще, по-моему, это прекрасно. Живите спокойно, живи с детьми, спокойненько, не трогай никаких мужиков, они тебя не будут трогать, нормальные тебя будут обходить стороной все равно. Потому что если там говорить детьми, ну там, значит, как минимум 2. И кому нужно 2 детей, не своих, вкладывать финансы, энергию в это? Нормальному, понятно, мужчине нужна своя, то есть своя генетика, а не чужая, не чужое семя вкидывать и воспитывать. Ну, потому что оно так и есть, эволюция и так у нас заложена. Вон даже, не знаю, какие-нибудь дворовые коты, на них посмотреть, как бы никому не надо чужое потомство. Они только хотят свое, гоняются за самкой, чтобы продолжить род. Ну, они, понятно, на уровне инстинктов, но это уже другое дело. Поэтому сиди спокойно, никого не трогай. Ну, то есть видно, что ее это психологически напрягает. Она как будто бы что-то бы хотела, но при этом вроде бы говорит и не хочу. Что тогда говоришь, ну, что рассказывать на камеру? Спокойно живи, все у тебя хорошо. Я хочу с вами серьезно поговорить. Когда я выкладываю что-то о том, что я ищу мужа, это не значит, что я в отчаянии и согласна на все. Прежде чем мне писать, зайдите, посмотрите на меня, посмотрите на себя в зеркало. Затем посмотрите на мой стиль, образ, уровень, комфорт моей жизни. Посмотрите на мои интересы. Потом посмотрите, что я живу на Бали, а не в Саратове или в Рязани. Вот. Дальше, как бы, ну просто прикиньте хуй к носу. Кто ты и кто я. Спасибо. Почему мне нравится? Да, такое особенно писать, это надо быть тоже немножко отсталым. Ну, кроме что попытаться ее совратить на одно дело. Но если она такая вся расфуфыренная, и у нее действительно по профилю видно, то там даже не имеет смысла такой написывать. Фифа, видные счета на пальцах чисто. Я живу на Бали, а ты там в Рязани или где-то еще. Посмотрите на себя в зеркало. Так ты на себя в зеркало посмотри. Вот не знаю, я на нее смотрю, вообще не мой вкус. Вообще не мой. Меня она только отторгает и устрашает. Ну, для кого-то да. То есть всегда найдется, на каждого найдется свой человек. Но это, конечно же, если не девушка. Точнее, женщина, она скорее. Хотя я молодая, красивая девчонка, самодостаточная, но почему-то вот именно симпатия, химия у меня каким-то додиком, а к нормальным мужчинам я особо ничего не испытываю. Ну, с нормальными мужчинами, значит, просто скучно. Да, ну а долго будет продолжаться? А ты хочешь замуж сейчас? Нет. У нас сейчас начнется терапия. Но это же нужно понимать, что ты хочешь на данный момент в своей жизни. Ты хочешь вот сейчас выходить замуж. Если бы ты хотела, у тебя бы фокус внимания был бы на мужчин, которые тоже хотят этого. А ты хочешь тусить. Нет, я хочу тусить, но чтобы мы тусили вместе, чтобы мы классно проводили время, чтобы он меня любил больше, чем я его. А классно проводить время, это как? Это вот так, как ты проводишь сейчас? Так, как я провожу, только вместе со мной, оба вместе со мной проводим. А вот если тебя окружают в основном вот такие парни, которых ты описываешь, это значит, что в основном это такие парни так проводят время. Парень серьезный, которого ты хочешь,
он, скорее всего, в то время, пока ты тусишь в скайбаре, он читает книжки. Скайбаре. То есть он, скорее всего, просто занимается другими вещами. А ты хочешь вот этими вещами заниматься? Как чувак, с которым ты хочешь также тусить, как он может быть еще вдобавок и серьезным? Блядь, ты права. То есть мне нужно идти туда, где такие обитают, реально? Ну, не в библиотеку, конечно. В субботу вечером в библиотеку не будешь ходить? Стоит как будто бы подумать, а как бы время проводил он, вот этот вот чувак, такой, которого ты хочешь. Ну, явно не тусил бы в скайбаре. Вот, а ты вначале сказала, что ты хочешь, чтобы он также с тобой тусил. Но это же так не будет. Если ты на данный момент хочешь тусить, это означает, что ты тусишь, веселишься и общаешься вот со своими долбоебами. То есть ты же не сможешь, будучи в серьезных отношениях, вот так вот ходить тусить и со всеми флиртовать. Тебе уже придется стать другой. Ну, не то, что придется, я захочу стать другой. Да, вот и когда, соответственно, ты этого захочешь, тогда и притянется этот человек. То есть мне сначала надо захотеть стать да, другой, потом да. То есть вырасти как бы. А я почему-то думала, что вот я сейчас такая тусовщица, я встречаю такого классного, надежного мужчину и становлюсь рядом с ним другой. А ты надежная? Нет. Как ты встретишь надежного, если ты ненадежная? Ну, потому что я в него влюблюсь и пойму, что как ты в него влюбишься, если он другой? Если ты хочешь тусить, а он другой, вот он скучный, он хочет тебе плед приносить и готовить, кушать, и не ходить тусить в скайбар. То есть как ты в него влюбишься? Ты не сможешь в него влюбиться. Ты сможешь влюбиться в чувака, который соответствует сейчас твоим ценностям. Офигеть. То есть это не они все долбоёбы. Записывайтесь на сессию. Надо просто принять, что если такие мужчины сейчас ко мне притягиваются, значит, я пока этого хочу. Да, и ты транслируешь что-то. Сейчас транслируешь такую веселую, позитивную, прикольную такую девчонку расслабленную, которая легко со всеми общается. А мужчина, который хочет семью, ему будет сложно даже познакомиться с тобой. Ну, в целом, молодцы, чё, поговорили логично. Логично сказала вот эта вторая. Ну, просто потому, что она себя сейчас так ведет, позиционирует, к ней клеится. То есть, как ты себя ведешь, такие к тебе и притягиваются. Вот как себе девушка ведет. В данном случае вот она, да, тусовщица вся такая. Ну, к ней прицепляются те такие же тусовщики, которые просто хотят с ней кувыркнуться и жить так же вот так вот в отрыве. Несерьезно, не семейно. Ну, в общем, все логично рассказали, что тут еще добавишь. И на этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и делитесь своими мыслями в комментариях. Всем пока.